подписывайтесь-ка на канал. И покажу я вам, наверное, куда мы зашли с нашим минским «Динамо». Вы уже видите, в принципе, на картинке, что происходит в первой лиге. Надо признать, это очень неожиданно для меня в том числе. Сказать, что это было легко, ну, наверное, нет, не совсем легко. Сказать, что было очень тяжело, это тоже неправда. Что-то колупаем, что-то меняем, было пару удачных матчей. И, в принципе, вот мы первые спустя полсезона. Из интересного, наверное, стоит отметить, что Борисовский Батэ в зоне вылета. Брест вообще последний с 7 очками. Но в целом, Днепр, Химки, Шериф, Оренбург, Астана — сильные команды. Сочи тот же. Но как бы мы смогаемся, мы пока идем первыми. И я надеюсь, что в принципе в идеале с первого места было бы и выйти в высший дивизион. И там уже, кстати, давайте посмотрим, что в высшем дивизионе происходит. Шахтер выиграл прошлый год и снова идет первым, с Зенитом рубится. Интересно. Тобыль. Вот это не Кустанай, неожиданно. Ну, что тут еще может немножко удивить? Ну, в принципе, Урал с 1 очком. Как бы будем биться, я думаю, что мы и здесь не затеряемся. Как минимум, если выйдем в высший дивизион, то в первый же сезон не вылетим обратно. Давайте покажу, что у нас здесь происходит. Примерно как-то все вот так. Давайте покажем трансферы, которые были в клуб, из клуба. Ушли Ложкин, Путила, Валенчич, Ровдаль, Латыхов, Бутаревич, Нижник, Давыскиба, Наумов, Пахтакор и Аринья в Уфу. Ну, просто 700 тысяч, я решил, что деньги важны. Пришли Нарти. Думал, что будет основной защитник центральный, но пока нет. Марушич. Тут я повелся на то, что он из Баварии. На самом деле игрок пока посредственный. Кейта, мой основной правый крайний полузащитник. Хорош парень. Пашалич из Боруссии. Тоже я был дико удивлен. Я искал этого футболиста. Ну, у меня была снята галочка только трансферы только возможные. То есть отображались все, я предложил, и его спокойно отдали, он спокойно согласился. Вот мой основной центральный защитник. Хороший парень. Халк, которого я долго думал, брать или не брать на левый фланг, в итоге и растет, и играет хорошо, но, правда, получил травму в последнем матче. Плотникова это я захватывал просто уже потому, что надо было хоть какого-то вратаря. У меня вообще не было в начале сезона вратаря. Ndiaye мой нападающий. По сути, первый, второй, ну, второй скорее все-таки. Вратарь наш основной, Вейнкауф. И, наверное, покажем, кто у нас там долетал. Ерланов, второй основной центральный защитник на сегодняшний момент. Основной нападающий Дмитрий Юсов или Усов. До сих пор Юсов не определился. Наверное, Юсов все-таки, а не Усов. Сибальес, ну, не нахожу ему пока места применения. Но в целом все играют, ладно. Бована продлили на аренду еще на сезон. И, по-моему, я его выкупаю за 700 тысяч. Он в надежде, что, как и Якубу, я выкупаю. Вот. Такими вот футболистами мы играем. Наверное, плюс-минус этот сезон мы ими будем доигрывать. Получили травму. Дима в дисквалификации, Халк травма, к сожалению. Но 11 дней не страшно. И сегодня мы сыграем мы против Химок, которые идут плотно третьими. И кубок сыграем 100%. В Сочи, наверное, все-таки нет. Смотрим. Химки. Да, Химки серьезный противник. Поехали, наверное, мотаем до Химок. И, собственно говоря, там выходим на игру. Смотрим. Показываю вам тактику. И будем играть. Ну что ж. Возвращаемся. И начались у нас проблемы. Заныл Швецов. Заныл Абубакар, что в состав не попадает. Заныл Марушич. Плюс у меня подходит к концу аренды Кейта, но он уже согласился продлиться. А вот с Ndiaye проблема. Вроде как клуб не против продлить аренду, но только если я готов буду за него выплатить деньги.
за покупку по концу. Я готов выплатить эти деньги, но Ndiaye не готов переходить к нам в состав. Вот такие вот дела. Ладно, начнем мы готовиться к матчу. Химкам, конечно, эта победа нужна, это факт. Сыграем на расширенных, я думаю. Хотя, может быть, и перейдем на опасные моменты по итогу. Так. Юсов получает по ногам. И что? И ничего? Ну, как-то очень... Какой момент, Юсов? Боже мой, ну забивай же. Как так можно? Я не понимаю. Вот, теперь момент уже у наших ворот. За 2,5 минуты мы увидели 3 момента. Это многовато, если честно. Хорош, 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 Ndiaye. Юсов у нас играет КП. Я, кстати, не заметил, что мне предложил такой вариант. Но пока вот мы видим, не так уж все и плохо получается. И какой удар! Мимо, мне показалось, что... Или офсайд был? Нет, мимо, просто мимо пробил. Мне показалось, что вратарь там сыграл, но нет. Абубакар. Юсов. Абубакар. Ndiaye. Конечно, да, с появлением двух игроков, которые могут играть наверху, стало мне попроще в атаке. Ну, правда, игроки-то приличные. Вакулич, кстати, плох был в последних тренировках. Поэтому видим, как он на фланге на самом деле не очень отработал. Когда появился Юсов, Ndiaye, конечно, где-то банально за счет верха мы... Ой-ой-ой-ой-ой. Мы переигрывали соперников, там втаркивали этот единственный мяч, нужный нам. Да, Химки вроде как послабее пока выглядят, чем мы, но при этом... Вот то, про что я говорил. Кстати, да, Вакулич навесил. Юсов головой втыкает. Красавчик. Шикарный навес, на самом деле. Слушайте, ну у Юсова в этом матче пока моментов было гора просто. Причем странно, они в 5 защитников вроде как играют, там не должно быть много места у Юсова, но пока он прекрасно отрывался, находил свое время и место. Боуэн, передача на Ndiaye, прострел бы направо. Но, увы, ну там и Юсов не успевал оторваться за спину. Ну, по ударам у Химок все неплохо. Отлично, Бородин! Ну нет, почему так плохо? Бородин медленный, конечно. Ему бы со своими скиллами... Вот это передача от Юсова! Ничего себе! Вы видели? Я, честно говоря, вообще в шоке. Однако... Ну, Бородин. Так, ну раскатывают нас пока в моменте. И неплохо раскатывают Химки. Хорошо, выше ворот это хорошо. Перейдем на опасные моменты. Я думаю, что слишком много мы видим ненужной игры, которые мне потом придется все равно на монтаже вырезать. Вакулич. Ну, навес. Или прострел уже. Ну, задержал долго, вошел в штрафную, это было не нужно, в принципе. Я этого от игрока точно не прошу. У меня фланговый защитник должен играть на фланге все-таки. Абубакар. Абубакарище. Отлично, Ndiaye. Получил свой шанс Абубакар на игру. И, как видим, пока неплох. И Юсов на фланге в атаке неожиданно хорошо раскрылся, назовем так. Ну, у нас прям некого выпускать, поэтому будем продолжать как есть. Сибальяс, Быков, Боуэн, Абубакар. Пошел, 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 пошел. Юсов искал пространство и нашел, и забил! Какой мяч!
Я, если честно, вот такой удар именно, как сейчас посмотрим на повторе, низом, не сильный, но очень точный. Как Юсов искал себе пространство, смотрите. Я и не помню, не припомню. Прекрасно. Прекрасно. Слушайте, ну по ударам, опять же, Химки наиграла на мяч. Наиграли. О, вот кого мы можем выпустить. Демченко попробовать побегать там. Пару минуточек. Припустили мы Химки в их желании остаться и выйти в высший дивизион. Ну, слушайте, пока все идет и выглядит так, что, наверное, я думаю, плюс-минус мы должны удержать свою первую позицию и напрямую пройти без отбора. Ого. Сменит владельца. Окей, даже если мы будем менять владельца, очень не хотелось бы, чтобы это происходило в трансферное окно. Так, давайте посмотрим. Ладно, поехали. На самом деле, мне, честно говоря, без разницы, кто у них там. Я свой состав выкатил. Смотрим, что наши ребята смогут или не смогут здесь показать. Если кому интересно, на самом деле, что я тут с тактикой крутил, мутил, вертел, то на Твиче, в принципе, можно посмотреть я там немножко. Так, первый момент у нас. Быков, фланг, Кравченко, Нарти, Абубакар, Быков, Сибальес. Ну, фланг надо запускать, конечно. Что там, правда, делает Димов, вообще мне не ясно. Это не его позиция. Кубок... Чемпионат... Кубок СССР, он как бы, в целом говоря, длинный, огромный и тяжелый. Поэтому выиграть его вообще почти не видится вероятным и возможным. Но Кейта... Ой-ой-ой-ой-ой. И поэтому, в принципе, вылет из него меня никак не расстраивает. С другой стороны, если действительно побиться за победу, ну, то есть сама победа в этом кубке, это достижение. Вот я к чему. То есть, когда мы там уже будем, а я думаю, мы будем, Абубакар гол шикарно выровнял, по-моему, вратарь мяч. И Абубакар добил, хотя он же первым и бил. Так вот, то есть достижение победы в кубке, это серьезное достижение. Я считаю, что когда мы там уже будем посильней, в высшем дивизионе, то, конечно, мне бы хотелось выиграть этот кубок, это потому что трудно. Видно, что здесь, не то что видно, он огромный, длинный, тяжелый. Команд сильных очень много. Тут выиграть кубок это не просто будет. Отлично. Юсов отдает на Кейта и, собственно говоря, 2-0. Смотрим развитие событий. Пашалич. Юсов. Кейта отрывается, да, сейчас от защитника просто за счет скорости. Шикарно. Честно говоря, когда я начинал этот сезон, я не спорю, я хорошо поработал на трансферах, что не так часто бывает, что я очень не люблю делать. Я, опять же, начал своей же тактикой, продолжал, да. И плюс-минус, ой-ой-ой-ой, я понимал, что мы будем вверху, мы будем бороться, но я был уверен, что мы первыми не будем. Ну, может, третьими, четвертыми, вторыми, пятыми. Ну, то есть в зоне, как в прошлом году, плей-оффа. Ну, в прошлом году, понятно, я там плохо вообще с трансферами не работал, поэтому как бы результат закономерный. Но то, что мы... Ну, тут тоже много играет... то, что мы идем первыми, прям так уверенно, катком. Тут действительно многое влияет. В том плане, что как вот мы стартанули сразу с победы над... по сути, основным противником, так и продолжаем. И вот это вот, наверное, работает тема, что команда уже катком набрала уверенность. Так бывает в FM действительно, и все, и тогда уже катится. А бывает наоборот, стартуешь сезон плохо, и потом вот весь сезон какие-то мучения, какое-то все не так, все наперекосяк, и травмы, и 5-е, 10-е, 150-е. Я думаю, каждый из вас с этим сталкивался, с такими сезонами.
Ой-ой-ой, Бегунов залез в такую жопу. Ну окей. Ну, тут объективно мы просто сильнее команды противника, но пока матч не закончен, не завершен, вот что может быть. И плюс я 2 фланговых защитника поменял, что может негативно сыграть. Ну, будем надеяться, что мы не упустим все-таки эту победу. Тем более Марушич действительно слаб. Блин, мы играем на опасных моментах. Зачем мне... ну ладно, переход в атаку сейчас... Ой-ой-ой, Сибалес. Так хорошо развивалась атака. Переход с фланга на фланг. Все в касание, все в передаче. Ну ладно, не в касание, но в хороший такой пас плотненький. Димов. Пашалич. Диае. Разворачивается. Демченко в 9-ку. Шикарно. Шикарно. Кстати, я вот Демченко на этой позиции не видел как игрока. То есть мне казалось, что это не совсем его. Но, возможно, я заблуждался. Понятно, что Торпедо... Хотя Торпедо нормальный противник. Тут команда уровня половины команд первой лиги, в которой мы сейчас участвуем. Вообще прикольно, да? Произошло то, насчет чего я говорил, что будет смешно, если я выйду в дивизион выше, а в нем будет намного проще играть, чем дивизионом ниже. Так, собственно говоря, и получилось. Не потому, что дивизион слабее, скорее потому, что мы сильнее намного, чем были год назад. Мы, в принципе, с огромным трудом заскочили в этот дивизион. Это было в том числе везение. Поэтому, ну, как есть. Друзья, на этом будем прощаться. Всем спасибо, что смотрите. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. И вместе будем продолжать игру.